Утро, страна. У нас дома сейчас, вот в нашей комнате 18 градусов. О. Если ты снимаешь квартиру летом, то надо, чтобы она была не на солнечной стороне. Но зимой надо искать на солнечной. Вот это вот место, где я сейчас нахожусь, ну тут у нас постирочная. И это на солнечной стороне, тут тепло, и тут хорошо. Тут, наверное, градусов 21. Штукенция садилась, как снеговик. Идем на Парижскую площадь сейчас. Там идут работы строительные. И человек специально, ну там они загородили тротуар, и человек специально вышел, остановил машину такой и говорит: шалом, типа, проходите, пожалуйста. То есть вот что мне нравится в Израиле, так это больше всего, это отношение людей к людям. В этом как раз и есть основа и политической системы здесь, с парламентом, потому что тут представлены все слои населения в парламенте. Идет уважение всех ко всем. Ну, с человеком надо встретиться, и мы назначили встречу на Парижской площади. Этот человек нам пишет: вообще это место встречи протестующих. Место сбора. Место сбора. То есть если вы на Google картах нажмете на Парижскую площадь, будет написано, мол, типа, это место встречи протестующих. Вот, а мы там назначили встречу, ну не с протестующими, а просто назначили встречу, было забавно. Интересно, что я первый раз заметил, что у людей под одной шляпой находится вот такая вот человек идет, у него под шляпой, у него шляпа такая с широкими полями. И вот когда он ее взял, снял, видимо, жарко, а у него под этой шляпой кипа. Все ходят в двух шляпах, в этом фишка. Офигеть, в Израиле тоже есть мельница. А вы говорите, Израиль на Голландию не похож. Так это же практически Нидерланды, только Израиль. Только жаркие. Здесь, небось, еще и мелят что-то. Пока что тут только мы мелим чепуху всякую. Вот мы подошли на Парижскую площадь. В общем, она оказалась довольно-таки мини-Парижской площадью. Она довольно-таки маленькая. В Хайфе там Парижская площадь, она, в общем, побольше хотя бы, да. Такие они средневековые, с крышами рыжими. Центра консервативного иудаизма. Я даже представить не могу, что это может быть. Но, наверное, здесь изучают Тору. Нет, тут красиво и хорошо. Просто, честно говоря, я просто ожидал что-то огромное увидеть. Она такая маленькая, уютная площадь. Тут очень нарядный фонтан, необычный. То есть у него вот такие вот полусферы. Хорошее место вообще, приятное. Я тут смотрю по сторонам, и домик такой есть. И у него на крыше целый ботанический сад. Куча деревьев растет, каких-то кустов. Удивительно много цветов на балконах. Посмотрите, на каждом балконе прямо свисают огромное количество цветов. И все такие разноцветные, красивые. Интересно, что в других городах была улица Рамбам. А здесь, в Иерусалиме, улица Рамбан. А рядом с фонтаном на Парижской площади есть табличка, на которой написано, что этот фонтан был подарен городу Иерусалиму и его мэром Парижа в 2008 году. Встретились, получили одну вторую штукенцию, сделает обзор на нее. Обязательно на канале Гильдия красоты, заходите, посмотрите. И сейчас пойдем искать, где бы купить клавиатуру. Эта улица называется улица Короля Георга. Современная, такая светская улица. Люди прикольно одеваются так иногда. То есть прямо стильно очень. Тут, кстати, вот висит флаг, который у нас запрещен в России. Я думал, что это такой город, знаете, у меня были ожидания, что Иерусалим город такой супер религиозный вообще, как бы. На самом деле нет. Тут есть просто такие районы. Районы есть. А по факту, как бы, большинство мест обычно, светские, либеральные очень. Прикольно поднимают кирпичи с помощью лебедки на второй этаж, вот так вот. Кладут в ведро и поднимают. А мы вот свернули на одну из таких небольших улочек приятных. Тут вот начинается центр города. Такой дворик, шлагбаум. Там много кафешек всяких. Здание такое вот. В одном месте такой русский магазинчик стоил 50
Шекели самая простая клавиатура. Но вот сейчас вот я ищу КСП местный, где-то вот там можно за 20-ку даже взять. В магазине есть такой терминал, и все, что вы видите вот в этом терминале, если вы будете там что-то выбирать, заказывать, то вот любой товар, который вы тут найдете, сразу же можно получить в магазине. Эта клавиатура стоила 48, но это с мышкой. Там была самая дешевая за 17 шекелей, но она с арабским языком. Идеально доволен. Походу, это мобильный пункт приема крови. Так что сдавайте кровь, это полезно для здоровья и всем помогает. Стрит-арт. Вы говорите Бэнкси? Это круче, чем Бэнкси. Идешь такой, и тут вход в место, где 6 адвокатов. Ну, 5. То есть они вот в одном домике 6 человек. Какая у них конкуренция? Как будто бы ты в центре Москвы, там по улочкам вдоль Тверской извилистым гуляешь. Окна все такие продолговатые. Все очень необычное какое-то такое. Практически раскопки идут. Подозрительно маленькие двери. Мне вот интересно, кто здесь живет? Кошки, что ли? Или все-таки маленькие хоббиты? В Израиле, если ты немножечко переешь хумуса и растолстеешь, то ты уже, возможно, не сможешь попасть домой. Но пока игроглаз еще стройный, он пролезает Пока. в улицы Иерусалима. 8 килограмм в Израиле уже сбросил. Пока. Так что поддерживайте наш канал, кидайте донаты, и мы еще много мест посетим. На рынке много всего оставляют, ну, оно немножко подпорченное, но если кому-то надо, можно взять. А вот котенка здесь маленького кормят кукурузой, а он такой довольный сидит и уплетает ее за обе кошачьи щечки. Мы закупились на рынке, мне кажется, на все наши наличные деньги, какие у нас только были. Тут вообще вот реально в Израиле очень счастливо, совершенно не хуже, чем в Голландии, а во многом даже лучше. Лежит человек на улице с капельницей. Просто вот на улице. Да. Город контрастов. Шли мы по переулочку, а тут положили пакетики со всякими вещами, которые уже полу такие типа протухшие. Ну вот можно по мелу взять. И можно взять помелу, например. Мы уже взяли немножко этих хурмы. Она прямо совсем такая мягкая-мягкая, то есть ее прямо вот сейчас надо прийти домой и съесть. Но я как раз так и сделаю. Ну, конечно, полчаса это с рынка тащить, это жесть. В общем, непросто в Иерусалиме. Отличная хурма. Такая прямо созревшая, не вяжет и очень вкусная. Пока что вот Иерусалим это для нас самое сложное место, ну, чтобы обжиться. Ну, у меня клавиатура сейчас сломалась, поэтому, то есть мне было сложно работать, поэтому пришлось сегодня ее искать. Может, это мой размер. Вот это я очень хотел как раз. Ну-ка. Они, конечно, убитые. Я на самом деле ищу вот шлепанцы себе, потому что вот просто ищу, потому что в них очень клево ходить. Мы сейчас обсуждаем. Действительно интересно то, что мы как бы уже вот после Ришена мы ничего не берем с улиц, и мы только выкладываем то, что мы в Ришене набрали. Это очень любопытные тут трубы для слива воды. А мы в 4 руки подготовились к тому, чтобы завтра посетить что-то особенное в Иерусалиме.